Немножко по внутрянке пройдем сейчас по-быстрому. Значит, здесь вот у нас прихожка. В прихожке много всего. И вешалки, да, тут что, куда обувь поставить, все. И еще отопление, вентиляция, управление теплыми полами, горячая, холодная вода, все здесь. Вот. В будущем будет газовый котел у него на улице, где-то там установлен, в другом помещении. Сюда будет завод. И ну, вот это оборудование, оно все равно останется, как резервное. И заходим. Первая комната — это зал, комната отдыха. Размеры примерно 4 на 10. Ну, вполне хватает для 3-4 человек вот разместиться здесь, чтобы отдохнуть, посидеть. Что здесь хочется сказать, что планировка, она удачная в плане того, что и как комнаты расположены. Мне очень нравится. Вот, можно было только отгородить там маленькое вот это оборудование, чтобы оно в глаза не бросалось. И окна. То есть окна вот эти вот сейчас, вот они, мы видим, они как бы друг напротив друга. Проветривание замечательно. То есть мы открываем все окна, сквозняк, все это проветривается здесь. Свежий воздух сразу попадает. Вот сейчас парились, я открывал, что душновато было. И быстро, в принципе, комната нормальную температуру приобретала. Ну, пойдем вот отсюда, вот прям сразу по окнам. Подоконник дуб. Все подоконники дубовые, обсада лиственничная, обналичка кедровая. Значит, стеклопакеты, как я уже говорил, в пластике. Это Серега, может, потом крупно еще поснимаем. Скрытая проводка. Тоже вот так аккуратненько здесь все установлено. Полы теплые. Я босиком хожу, комфортно очень ощущается. Здесь у нас под всем домом плита УШП. Вот, сразу были проложены коммуникации. Вот, я показывал, когда собирали сруб. Вот, ну и все, в принципе, что на подкладной доске у нас стоит плинтус. Посмотрите, у Сереги в шотах показано, как пацаны монтировали. Очень интересно. То есть сруб стоит на подкладной. Вот эти 5 сантиметров, вот они под ней. То есть за плинтусом там подкладная доска лиственничная. УШП, теплый пол.
сверху просто плитка ложится. И плинтус вставляется вот в эту как раз щель между срубом и УШП. Здесь планируется в дальнейшем кухонная зона. Гарнитуры там, раковина, прочее. Там разводка, холодная, горячая вода, видно. Будут делать те же пацаны, что и здесь вот всю вот эту вот кухню устанавливали, столярку. Значит, по дверям двери из массива, центр, вот это вот все, это кедр. По краям лиственница, клееный щит цельный. Это не приляпано, то есть это не вставыш, да, какой-то там накладная какая-то резьба. Это все из массива. Вот эти все растения, коряги, птица. Вот это все вырезано. Как мы видим, все бессучковое подбиралось, материал. Толщина здесь примерно 6 сантиметров, то есть дверь поменьше чуть-чуть, ну, пятерка где-то. Вот. И чтобы из массива вырезать, берется толще. Я думаю, что примерно 6 сантиметров бралась. На входной 9 сантиметров бралось полотно, клеилось, чтобы задать вот такой рельеф. Вот. Ну там медведь, там как бы еще немножко помощнее надо было брать. Ну, вся фурнитура тут, я уже говорил, заграничная какая-то хорошая. Вот, даже что-то на иностранном написано. Прижимное, вот здесь вот уплотнитель. Тоже какой-то специфичный, он вставляется там в паз, никак не крепится, то есть он там заклиненный, все, никуда не вывалится. Все отрегулировано, уже после того, как сруб подсел, ребята приехали, все сделали, все закрывается, отлично. Так, вот вторая дверь. Здесь у нас утки. Вот, заказчик охотник, как мы уже видим, по экспонатам, по чучелам. Поэтому по нашему медведю он захотел, чтобы здесь зверье было. Ну и здесь картины резные у него также присутствуют. Ну и профиль здесь вот можно увидеть, что здесь идет профиль на обналичке. Он переходит с плинтусом соединен. То есть не просто у нас здесь обрубок, да, вот этот, если бы плоскость шла вот этого наличника, она бы здесь заканчивалась. И здесь была бы пустота. Вот, соответственно, сейчас здесь переход идет, мы видим. Обналичник переходит в плинтус. Дальше идем, печка. Мы показывали, как топится, все. Кирпич. Чучела, добытые Михаилом. Все, зона отдыха. Садись, отдыхай. Напротив меня, вон там, где Серега, телевизор. Очень удобно. И, в принципе, даже если из спальни вот оттуда вот дверь открыть, тоже можно смотреть удачно. Только можно было бы чуть-чуть там либо сдвинуть, либо пошире как-то дверь предусмотреть. Вот. И тоже удобно. То есть уже, допустим, здесь гости лежат, там тоже люди отдыхают и наблюдают, вот на телевизор смотрят. Но здесь как-то тоже так удачно получилось, что вот можно смотреть. Дверь номер 3. Опять же резная. Опять же какие-то у нас птицы, утки. Ну, тоже по той же схеме. То есть пятерка. Полотно бралось, наверное, шестерка, я так думаю, и резалось. Двухсторонняя. То есть здесь вот мы видим тоже у нас резьба. Заходим в спальню, а тут у нас Михаил. Рассказывайте. Нормально. Как вы тут живете? Сдираете, да, сразу? Зеленый, куркума, барбарис.
вместе с люком. Спальня 4х4, две мощных фактурных балки 50 диаметра. Ну, тут на любителя, вот. То есть мне мне немножко давит это все. То есть я либо одну кинул по центру, но тогда бы можно было утолщить потолки. То есть, хотя здесь уже и так 4, ну просто я чисто вот как бы себе делал. Вот, то есть как мне это все интересно и ближе, да, вот. То есть одна балка и потолще, там 7 или даже 10, горбылины, можно не обрезное такое что-то тоже шлифануть, положить. И тогда как в зимовье. То есть там тоже же матицы большие такие, бах, там сверху какой-то горбыль, там все это землей сверху засыпано. Вот, я бы так сделал. Тогда бы и меньше давило, я думаю, так. Вот. Но здесь в таком варианте тоже, значит, все это прекрасно, тем более, что заказчику нравится, пускай так. Значит, отдыхается здесь очень хорошо. Вот, после баньки попарились, я тут прилег, маленько отдохнул, уже чувствуется, что замечательно. Вот. Единственный момент, что воздух гоняется у нас вот этим вот аппаратом, какой, я не знаю, как он там, не помню, как он называется. Рекуператор? Да, да. Вот, то есть он постоянно гоняет воздух, закачивает с улицы свежий, подогревает его, загоняет в дом, и из дома выходит уже, ну, как бы отработанный, да, утягивается и выбрасывается. То есть такая циркуляция постоянная. Вот. И немножко суховат воздух. Суховат, и я вот приоткрываю все время окно здесь. Вот по мишке можно сказать, что подлечили его так же, как щуку, чуть-чуть. Бревно подсушенное, опять же, бралось. То есть все вот это вот остальное, это все сырое, да, там свежие заготовки. Вот это у нас годовалой давности, так скажем, было на тот момент. И он треснул у нас, были видео, где мы показывали, да, то есть он чуть-чуть где-то там разошелся. Вот, художник приехал, подлечил, вставыши сделал, подкрасил. Вот, и в принципе вот смотрим, то есть идеальный, я считаю, вид у медведя сейчас. И возможно он дальше уже и не треснет, потому что здесь уже кочегарится 3 года, грубо говоря, там, ну 2 там точно. Вот, и все вот рассохлось, уже треснуло, приобрело свою какую-то форму. Не знаю, думаю, что возможно он так уже останется в таком состоянии. Интересно, 2 брата таких, хоп, так на медведя смотришь и на лося. Так они смотрятся. У них даже угол наклона носа одинаковый рядом получился. Такие хопа. Ну, Мишаня тут как в раю со своими зверями находится. Так, ну что, у нас 10 минут прошло с момента закидывания мяса. Сейчас смотрим, что тут у нас. Запах пошел. Мясо готовится. Все нормально. Закидываем морковку. Так, следующий этап. Заливаем 1,5 литра кипятка в мясо. Отсюда, наверное, снимаем, да?
как запах? Ты-то мясо не ешь, да? Ну, запах всегда вкусный. Да? Хорошей еды, запах всегда хороший. Даже мясной? Конечно. Когда засыпали рис, надо все это дело посолить. Вот. Ну, на 7-литровую, где-то 5-7-литровую кастрюлю столовая ложка примерно соли. Вот здесь берем чуть больше. Вот так примерно. Помывочная зона с санузлом. В каркасном варианте все здесь. Вверху на усадку зазор оставлен. Вот все в плитке. Сейчас Серега зайдет. Ну вот, смотрим. В принципе, все очень гармонично расположено. Вот здесь помывочные. Про ведро я уже говорил, что здесь предполагалось еще вот так. Ведро тебя обливает. Ну, пока под вопросом. Душевая, тоже каркасный вариант. Плитка. И окошко. Все по той же схеме. Пластиковое, ламинированное.
Подоконник дубовый. Сейчас конденсат мы видим, это мы открывали, проветривали. Вот. Но фильтра сейчас засорились, вот, поэтому тяги нету особой. В принципе, здесь должно все вытягивать. Вентиляции. Ну и душа компании, как говорится, парная. Стеклянная дверь. Вот. Пацаны также делали блоки. Бук, дерево бук использовалось. Даже, по-моему, обналичка здесь буковая. Здесь кедровая, с этой стороны буковая. Здесь у нас мусор, парились сейчас. Вот окошко дубовое. Замечательно работает, прекрасно. Все проветривается. Потолки можжевельником отделаны. Окантовка липа, скорее всего, или ольха, что-то такое. Также и пологи уже из лиственных пород, чтобы не текло. Здесь проступает смола, мы видим, но это, скорее всего, из-за покрытия. Покрытие внутри осмо везде. Как бы, как я уже говорил, тоже на любителя, кому нравится. Вот, если запах хочется, чтобы был, ну, тогда можно не покрывать. Ну и по растрескиванию, то есть видим, что треснуло. Вот, что я говорил, что нельзя топить быстро. То есть после установки сруба надо обязательно ждать. Чем больше, тем лучше. Вот, и потихоньку давать. Вот, ну, в принципе, заказчика это не парит вообще. Поэтому тоже хорошо. Печка большая, каменка, 300 килограмм камня там. Топится по-серому. То есть сначала все прожигается, потом угли убираются, прокидывается, пепел весь, сажа все вылетает. И потом уже вьюшки закрываются везде и подкидываешь, паришься. Вот, ну, про парилку уже рассказывали, снимали, парились. Там есть еще можно посмотреть. Ну вот, мы и заканчиваем свое пребывание в доме бани «Медведь и щука». Хочется сказать большое спасибо всем, кто принял участие в данном шедевре. И отделочникам, кровельщикам, бетонщикам, и рубщикам. В общем, всем, кто принял участие, низкий поклон. Ну и заказчику тоже большое спасибо, что пригласил, сдержал свое слово. Да, Миша, отдельное спасибо. Не тебе, а хозяину. И этому Михаилу тоже большое спасибо, что он с нами приехал, потому что он такой парильщик у нас, получается, юный. И он с папой там осваивает это дело потихоньку, и все получается у него. Париться, кидаться в снег, здорово. Я так не умею. И видя все это, я завидую и желаю вам тоже повторять этот путь. Это здоровье, закаливание, конечно. Ну а что я хочу сказать? Баня получилась, стены я увидел очередной раз в хорошем состоянии, в меру трещин. Здесь, правда, герметик, поэтому оценить усадку не получается, как там щели смыкаются, но что тоже имеет место быть, как мы поняли. Мы посмотрели, как осмо легло, как оно не пахнет внутри. Оказывается, сначала, когда наносят, пахнет какой-то период, потом все, нейтральный запах, нормально для тех, кто испытывает аллергию. Ну, крыша рабочая, отопление рабочее, все системы в нормальном состоянии, заказчик доволен, это самое главное. Ну, все, что, поедем домой. Еще раз итог. Протестировали баню на отлично. То есть это и не только красота, так скажем, эстетическая, это еще и практическая часть. То есть человек приходит очищаться в баню и напитывается эстетикой. Как говорится, и тело, и дух наполняется. Поэтому все, что и требовалось доказать, проверили, протестировали, посмотрели сами. Всем удачи, до новых видосов. Да, Михаил? Да. Пока.